Первым делом добавим наше устройство в учетную запись. Перейдем в раздел «Устройства», нажмем «Добавить», введем желаемое имя, 10-значное ID устройства, которое вы можете найти на наклейке на самом устройстве или на его коробке, и пароль, который надо обязательно поменять и ввести при первоначальной установке. После успешного добавления вам будет предложено создать две предустановленные доски. Смело соглашаемся. Любые доски в любой момент можно добавить, удалить, изменить. Видим, что наше устройство успешно подключено, статус подключено, версия расширенная. Если у вас версия стандартная, вы можете в любой момент прямо из дашборд расширить свою версию путем покупки соответствующей лицензии. Чтобы изменить имя, достаточно нажать на значок редактирования и ввести новое имя. Если вы не создали, либо хотите заново пересоздать предустановленные доски, нажмите на значочек волшебной палочки и создайте ваши доски заново. Переходим теперь на сам дашборд, на сами доски. Видим, трехфазный энергомонитор успешно передает все параметры. Это и напряжение, и токи, и мощность, и общая накопленная энергия, и косинус фи. И теперь можно приступать к настройкам нашего дашборда. Окей, что же представляет из себя наш дашборд? Это доска, по сути чистый лист бумаги, на котором вы сами создаете виджеты, которые отображают информацию с ваших устройств. Это либо с энергомониторов, либо с универсальных счетчиков импульса. Каждый виджет вы можете установить в любом месте доски, создать его, установить его размер и в настройках выбрать желаемые данные, которые на нем должны отображаться. Для того, чтобы создать виджеты, давайте для начала создадим новую доску. Открываем меню с настройками и выбираем «Добавить доску». Вводим ее имя и нажимаем «Ок». Где же находятся наши виджеты-измерители для отображения числовой информации? В меню «Измерители». Есть одномерные, на которых только одно значение, есть многомерные, на которых несколько значений, до 6 можно вывести. Есть табличный виджет, есть виджеты для управления встроенным реле, который в свою очередь управляет внешней нагрузкой. И виджеты общего назначения, такие как календарь, время, погода и текстовый блок. Выбираем нужный нам виджет, нажимаем на нем и создаем его на активной доске. После создания автоматически откроется меню с настройками. Настройки у всех виджетов примерно одинаковые. Поэтому, разобравшись с настройками одного виджета, вы без проблем сможете настраивать любые другие. Первое, что надо выбрать, это устройство, с которого мы хотим отображать данные. В данном случае выбираем трехлинейный энергомонитор. Дальше необходимо выбрать сами данные, которые мы хотим на этом виджете видеть. Выбираем для примера напряжение, voltage, на первой линии. Период, текущие данные. И вводим любой текст, который будет отображаться на виджете. Напряжение, размер нашего текста и его цвет. Дальше символ данных. Если это вольты, выбираем, что это V, либо можем написать вольты, размер и цвет. Арифметическая операция пока пропускаем и выбираем, сколько знаков дроби после запятой будет отображаться. И отображать либо не отображать последние изменения в нижней части виджета. Говорим «Применить». И на нашем виджете начинает отображаться напряжение на первой фазе или на первой линии. Для того, чтобы уточнить, что это именно первая фаза, можно либо открыть название виджета и написать «Линия 1», или зайти в настройки виджета и добавить к инфотексту название, что это фаза 1, напряжение 1. Все, первый виджет готов. Заходим опять в измерители и выбираем какой-нибудь многомерный виджет с переключателями интервалов. Создаем его на активной доске. Выбираем опять же такие устройства. Выбираем, что мы хотим отображать, например, ток на первой фазе. Период. Ну, в данном случае виджет имеет кнопки переключения периодов, поэтому вы сможете переключать период, не заходя в настройки, прямо на виджете. Выбираем, допустим, текущие данные. Текст пишем, что это у нас ток на первой фазе. А символ данных, соответственно, уже будет амперы. Арифметическую операцию пока пропускаем. Знаков дроби после запятой 2. Здесь видим, что в отличие от одномерного виджета у нас появилась еще одна закладка Value 3. Всего таких закладок может быть до 6. То есть это означает, что 6 значений на одном виджете можно отобразить. Давайте их удалим последовательно. Оставим только одну. И создадим новую. Здесь небольшая хитрость. Когда вы создаете новую закладку, нажимая на значок плюсик, он полностью копирует
все данные с активной, предыдущей активной закладки. Соответственно, у нас уже все выбрано, все заполнено. Осталось только поменять, что это у нас ток уже не на первой фазе, а на второй. И в названии тоже меняем ток 2. Опять копируем, поменяем еще цвет, копируем. Выбираем, что это у нас уже ток на третьей фазе. И меняем цвет. Все, нажимаем ОК. И у нас появился виджет, который отображает нам ток по каждой из линий. Видим, что он у нас закрыл виджет, который под ним находился, поэтому мы его сместим просто в сторону, подровняем под размер. И для того, чтобы настройки наши сохранились, и в следующий раз, когда вы дашборд откроете, вы эти виджеты видели, чтобы они не потерялись, не забываем открыть меню с настройками и выбрать пункт меню «Сохранить настройки». Окей. Давайте еще раз посмотрим, какие есть пункты меню у виджета. Это настройки, название виджета, которое отображается в верхнем баре. У одномерных виджетов есть такой пункт, как тревога. Пользоваться им очень просто. Выбираем значок больше либо меньше. Устанавливаем значение, цвет виджета и звуковое предупреждение. В данном случае при напряжении менее 220 вольт будет подано звуковое сопровождение и виджет перекрасится в красный цвет. Проверяем. Отключим нашу тревогу и нажимаем «Сохранить». Давайте добавим еще один виджет. Это таблица. Нажимаем на таблицу. Виджет создается на активной доске. И нам предлагается меню с настройками для данного виджета. Выбираем наш энергомонитор и выбираем такой параметр, как Power. А вернее Total Power. Total Power — это сумма энергии по всем трем линиям. Выбираем период за текущий месяц. Вводим инфотекст. Пишем, что это потребление. И выбираем единицу измерения, киловатт-часы. И вот здесь нам уже нужна арифметическая операция. Так как энергия и мощность у нас сохраняется в ваттах, то для того, чтобы получить киловатты, надо разделить на 1000. Знак в дроби 2. Окей. Добавим еще одно значение в таблицу. Нажимаем на плюсик. Все данные, видим, у нас перенесены с предыдущей закладки. Данные Total Power мы оставляем. Но в инфотекст вместо потребления пишем затраты. И символ данных пишем, например, евро. Также пользуемся арифметической операцией. Выбираем значок «Умножить» и умножаем на наш тариф. Но обращаю внимание, это тариф за 1 Вт. Соответственно, если 1 киловатт стоит 15 евроцентов, то, соответственно, 1 Вт стоит 3,015. Нажимаем ОК. И видим нашу таблицу с двумя колоночками. Это потребление и затраты. Тут небольшая есть хитрость. Для того, чтобы более визуально удобно было смотреть на отображаемую информацию, то единицу измерения, наверное, лучше перенести в название столбиков. Заходим еще раз в настройки и переносим единицу измерения в название. Окей. Что можно делать с таблицами? У таблиц есть навигационные инструменты, такие как переключение периодов. Это минута, час, день, неделя, месяц, год. Соответственно, переключаясь между периодами, в каждой строке вы видите потребление и затраты за, например, 1 час, за 1 день, либо за каждый месяц. Также можно перемещаться вглубь или назад по истории сохраненных данных. Большая кнопочка «Сейчас» переключает нас сразу на текущий месяц, или на текущий день, или на текущий час. Можно выбрать начальную дату из календаря. Также данные, которые отображены в таблице, можно сохранить в Excel командой «Экспорт в CSV». Если инструменты с кнопками и переключениями период вам не нужны, их можно скрыть. В любой момент их можно и вернуть. Что еще интересно в меню наших виджетов? Это такие пункты, как копировать, дублировать и удалить. При копировании происходит копирование виджета на любую другую доску. При дублировании виджет дублируется на этой доске. Его можно сдублировать. Все настройки будут сохранены, поэтому нам достаточно зайти в его настройки и выбрать, что это напряжение уже по второй фазе, и выбрать, что это напряжение, выбрать данные как L2 Voltage. Все, то есть очень быстро можно виджеты клонировать.
Также клонировать можно не только виджеты, а и целые доски. Если необходимо поменять порядок расположения значений на многомерном виджете, либо на виджете таблицы, то достаточно зайти в его настройки и перетянуть закладки и установить их в том порядке, в котором вы хотите, чтобы отображались ваши значения. Далее, наведя красоту на своей доске, не забываем зайти в инструменты и выбрать пункт меню «Сохранить настройки».